экстренное включение с официального сервера. Недавно разбаненный игрок на стриме набрал 12 тысяч pp с нуля всего за 4 часа и поставил 900 pp скор. Это читер? Корейская оффлайн мафия? Или просто бог игры? Нет, дорогие друзья, это Whitecat, игрок с одним из самых сильных аимов в игре. В этом видео я расскажу вам, кто это, откуда он взялся и где он так хорошо научился играть в круги. Приятного вам просмотра. Whitecat начал играть в 9 лет, в 2014 году, и через пару лет начал ставить сильные скоры для того времени. Казалось, что новый немецкий талант появился из ниоткуда. Такое происходит не каждый день. Whitecat получил несколько репортов от скептиков и мгновенно отлетел в бан, когда у него было 8500 pp. Читер. Мне интересно, подумали все. Однако сразу после своего рестрикта он выложил лайфплей высокого качества на 575 pp, без каких-либо напрягов. Далее дни шли как и всегда. Whitecat пошел играть на самый популярный на тот момент сервер для забаненных игроков. И это Ripple. Ставил крутые скоры, например, FC Highscore с Хиденом или FC Airman с Хиденом и Хардроком. Он продолжил заливать лайфплеи своих скоров на свой канал и на Reddit. Это еще не было запрещено тогда, но они не получали почти никакого внимания. Однажды он залил плей, который все-таки был слишком хорош, чтобы остаться незамеченным. Это S-ранг на Real Monster с хиденом и даблтаймом. Этот скор мог дать фору самому Кукизи, непревзойденному богу игры того времени. Фанбои и просто осу-геймеры пошли искать доказательства нелегитности плея. Любые зацепки, лишь бы пойти спать со спокойной душой. Что никакой забаненный школьник не научится играть на уровне Кукизи. Сначала были утверждения, что видео ускорено из-за быстрых движений рук в конце видео. Но это очень легко опровергнуть, измерив скорость анимации игровых элементов. И эксперимент доказал, что все честно. После этого некто заметил, что в последнем кадре лайфплея экран показывает, будто происходит выход со скор-скрина, хотя Whitecat не нажимал Escape. Похожий подозрительный момент был найден, где у Whitecat вылезает другой скор во время альтаба в Discord. Очень странный визуальный баг на самом деле, из-за которого все пришли к выводу, что Whitecat подделал этот лайфплей. Тогда репутация Whitecat вниз пошла по накатанной. Он получил бан на Рипле с 10 тысячами pp, а комьюнити начало его хейтить. Парня настолько довели, что он постоянно прикладывал в кадр часы. И постоянно разные, лишь бы ему только поверили. Но фуры дизов и негатив комьюнити от этого не уменьшался. Вдумайтесь, в описании к лайфплею он оставлял ссылку на тот же плей, но уже со стороны спектатора. Иронично то, что пока Whitecat просто играл на Рипле, ни один игрок не обвинял его в читах в ЛС или в чате. Известный игрок под никнеймом 12 сказал про него на Reddit тогда: этот парень довольно умен, но недостаточно умен, чтобы обхитрить весь Осу Гейм. Оказывается, только Осу Гейм настолько глуп, чтобы обхитрить сам себя. К счастью, Гатари тогда уже набирал обороты, и Whitecat продолжил свой импрув на нем, поддерживая топ-5. В своем интервью 2017 года, которое вы можете посмотреть в ссылке в описании, Whitecat сказал, что его мечта разбаниться на оффе и стать топ-30. Спойлер. План уже перевыполнен. Уже тогда он показал свою разносторонность в модах. Хиден и Хардрок, Хиден, ДТ, Изи ДТ и ноумод. Невероятные аим и читалка. Лишь стримы были его проблемой. Это, однако, не помешало ему поставить скор на небезызвестной карте Катаюко Ноторе с 5 миссами в 99 аккураси и сделать третье в мире ФК на Кигаре на Киюме. Вдобавок к сильным ДТ-плеям также можно отнести FC на Get Jinxed. Но настоящий талант он показал ФКшнув ноумодом Атамано Тайсоу. Это второе FC карты в истории Осу после Кукизи до бана. Лишь спустя месяцы его повторят игроки официального сервера. Также Whitecat выиграл турнир год, победив в финале Red Pixel, довольно-таки сильного и страшного соперника. Это показывает его сильный турнирный скилл. Несмотря на его уровень игры, Whitecat почти никто не признавал, потому что все были уверены, что он подделывал лайфплеи. Примером сильного игрока, который поверил Whitecat, является забаненный игрок Морган. Да что уж там, даже его немецкие топ-игроки не признавали, не пытались разобраться в ситуации. Баг на лайфплее и обвинения также не давали покоя Фаердиггеру, и спустя год он застримил полный анализ всех обвинений в адрес Whitecat и его лайфплеев. Вот этого стрима можете найти в ссылках в описании. Ему не хватало одного кусочка пазла, визуального бага со случайными кадрами из видео, но один человек подарил ему его. Он снял видео, где продемонстрировал альтап баг в OBS, о котором, как оказывается, знали многие, но никто не осмелился пытаться защитить Whitecat, не будучи уверенными в легитности забаненного
своего конкурента Кукизи и опасаясь гнева комьюнити. Этот пруф стал ключевым в разбане Вайткэта на Рипле, с сохранением всех его скоров. Это была маленькая, но победа, но репутация балантного читера продолжала преследовать его. Хейтеры отказывались принимать аргументы против из доводов. Ответом мог стать лишь разбан на оффе. Это было очень трудно, потому что саппорт отвечал копипастой, что Вайткэт что-то скрывает, хотя Вайткэт признался во всем, что сделал. Мульти-аккаунты и бусты. Как утверждает сам Вайткэт, он никогда не играл с читами. Вайткэт сделал перерыв от игры. Через год он вернулся, чтобы фармить. Стал играть еще лучше, взяв топ-1 на Гатаре, на Рипле и на Акацуке, взяв 15 КПП. Тогда стало очевидно, что Вайткэту срочно нужно разбаниться, чтобы взорвать офф своим уровнем игры. Никакие доводы в апиле не помогали, но скилл Осу вызвался помочь Вайткэту и стал потихоньку форсить его в Твиттере, в то время как его друг My Angel Aku начал выкладывать редактированные видео с картой Осу, наложенные на планшет, для доказательства синхронизации АИМа на планшете и в игре. Вайткэт перестал играть на приватных серверах и стал стримить в офлайне. Перед этим верх его скилла был Milk Crown с мисом под конец. В офлайне Вайткэт успел даже поставить 4-й в историю 1000 pp скор. После всего этого он написал письмо Пеппи лично, но и оно осталось без ответа. Тогда скилл Осу публично призвал Эфемералис и Пеппи к справедливости на Твиттере. И это сработало. Спустя пару минут после твита Вайткэт был разбанен прямо на стриме. И там он начал новый этап своей Осу карьеры. Первый день его смотрело 4000 человек, во второй 6000. И неспроста. Он набрал 12 тысяч pp с нуля и поставил 900 pp скор. Ворвался в топ-100. И все это всего лишь за 4 часа. На второй день он уже был топ-27. Вскоре он купил 240 Гц монитор. Сейчас до сих пор есть люди, которые сомневаются в его легитимности. И даже те, кто продолжает выдавать баг Windows за доказательства счетов. Но теперь это они, сумасшедшее меньшинство, над кем все будут смеяться. Прецедент разбана Вайткэта с привлечением Пеппи повлек разбан других игроков, которых Осу Саппорт давно маринует неинформативными ответами, таких как Така. И я уверен, их будет еще больше. Это большой прогресс для всего Осу комьюнити. Закончив с историей, я хочу рассказать вам свое мнение по поводу данного игрока. Я хоть и помню данный инцидент еще в 2017 году, но не придавал большого значения, так как меня на то время не особо волновало, читер игрок или же он леги. В этом вопросе я всегда думаю, что это на совести самого игрока. Но инцидент разбана привлек меня к этому случаю. И я решил ознакомиться со скорами немецкого игрока. Универсальность. Это, наверное, то, что я ценю в топ-плеерах. И Вайткэт со своими результатами показывает, что он не дефолтный ДТ-плеер, каким кажется из-за своих топ-скоров. В первую очередь, помимо АИМа поражает его читалка. Когда я изучал его скоры, не ожидал наткнуться на связку модов Easy DT. Это, честно сказать, меня даже немножко удивило. Сложность данных модов заключается в количестве объектов. На высоком BPM в совокупности с низким approach рейдом, но их просто много. И честно, меня просто удивило, что человек, казавшийся обычным DT-плеером, способен играть что-то, кроме дефолтно высокого approach рейта. Чем-то даже напомнил FG Sky и Ревиклию. Прежде чем переходить к его DT-скорам, хочется отметить, что он фкшнул к игре на QM. Напомню, что FC на этой карте имеет только два игрока. Русский игрок Red Pixel и Кукизи с Хейденом. Основная сложность этой карты состоит в дифспайке в виде спейс-стрима. Если траектория данного стрима не является особо сложной, то BPM и спейсинг уже составляют определенную сложность. Хоть в стримы он и не силен, как заявил сам игрок, тут он показал себя во всей красе. Также хочется отметить его скор на Milk Crown с одним мисом под конец. Не, ну серьезно, 19 комбы до конца. На этой карте он продемонстрировал все навыки в АИМ и выдал ну просто нереальную аккуратность, с которой сравнится только Ваксей. У него на 2 сотки больше. Ну и конечно же ДТ. Думаю, в этом моде он чувствует себя как рыба в воде. Все известные вам фармилки по типу там Чики-Чик и опенингов из Black Rover. Короче, кар с 1-2 паттернами ему по плечу. И его недавний скор на Union, где он застапил Ваксея и сделал первый ФК в связке модов Hidden Double Time, говорит само за себя. В общем, разбан Вайткэта дал толчок в комьюнити не хуже, чем разбан Кукизи или резкий импрув Ваксея. И это хорошо, что, разобравшись во всем, Осустав анбанит легитных игроков, тем самым создавая реально интересные зрелища в виде борьбы за топ-1, которых Осу комьюнити очень сильно ждет. Ведь это просто интересно и дает незабываемые эмоции, а также делает игру популярной, привлекая новых игроков. Кто знает, возможно, и других забаненных профессионалов когда-нибудь разбанят, и они тоже дадут подобный толчок. Ну а пока мы имеем еще одну личность, за которой будет интересно наблюдать. Лично мой прогноз, что Вайткэт возьмет как минимум топ-3, а дальше уже видно будет. Ну и конечно, я рад, что такие истории заканчиваются хэппи-эндом. Поздравляю Вайткэта с разбаном. Разбан Вайткэта вызвал у меня ощущение восстановленной справедливости. И я очень рад, что он получил ту популярность, которую заслуживает за свой скилл. Учитывая, что он импровился в бане в течение 3 лет без какого-либо признания в комьюнити, это делает его историю пути к успеху одной из самых эмоциональных среди всех игроков. Именно за такими стойкими перцами будущей игры. Ведь, как вы помните, Ваксея тоже подозревали в читах. В то же время важно помнить, что Вайткэт не последний забаненный талант в Осу, и нам необходимо продолжить нашу работу по вызволению честных игроков из бана.